Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И это видео для вас, дорогие рыбы. Гороскоп на декабрь уходящего 2023 года. Присаживайтесь поудобнее, я буду рассказывать. Месяц, когда мы все ждем подарков, месяц, когда у нас на подкорочке прям засело то, что мы ожидаем от всех наших действий, да? Когда мы хотим, чтобы все наши труды окупились, когда мы подсознательно ждем праздника и подарков судьбы, работы, в бизнесе, подарки от любимых, нечто хорошее, нечто приятное. Дорогие друзья, это декабрь. И вы спросите меня, каким же будет этот месяц? А месяц, дорогие рыбы, для вас будет ого-го. В самом начале разворачивается Нептун, в конце месяца разворачивается Юпитер, ваш второй управитель. И для вас этот месяц будет буря эмоций и множество переживаний. Будут они хорошими или плохими, решать только вам. Но я скажу, без плохих дней мы не замечаем хорошие и не ценим их. Поэтому все, что будет случаться, останется только, как говорится, между нами. Да? Каждый запомнит этот декабрь, потому что он принесет и хорошие, и плохие дни. Давайте разбираться. Итак, начало декабря разворачивается Нептун. И он, конечно же, принесет просто море впечатлений, все старые дела, заграничные поездки, все, что связано с отъездом, с переживаниями, с эмоциями, опять всколыхнется. Да? Нептун из ретроградного движения поворачивается и становится директным, и это, с одной стороны, хорошо. Но такая встряска и момент, когда планета останавливается, это всегда такие эмоции, которые даже непонятны. Это сильные эмоции, которые вводят в ступор. То есть все, что связано в вашей жизни с переживанием, с близкими родственниками, все, что связано с поездками, с близким кругом общения, конечно же, попадает под такой интересный момент. И здесь есть о чем задуматься, да, то есть моменты из прошлого и то, куда вы идете, да, будет такая небольшая несостыковка, то есть хотелось одного, получилось другое. И здесь, конечно, время есть поосмыслить, но слишком долго не осмысляйте, да, потому что, конечно же, личная жизнь будет накладываться на работу, да, в этом декабре, дорогие рыбы, для вас работа, конечно же, важна, но на первое место выходит личная жизнь, и здесь, конечно же, все переживания, да. У вас начну с личной жизни, дорогие рыбы. Первую неделю декабря вы переживаете, будет состояние такое уйти в жертву, все переделать, спрятаться от всех, ничего не трогать. Да? Во второй неделе оптимальное время для того, чтобы наладить контакт, договориться, примириться. Да? Но в третьей неделе декабря наступает на пятки у нас не просто новый лунный цикл, новолуние, у нас с вами ретроградный Меркурий. Здесь, конечно же, будет опять сбоить коммуникация, опять возможны ссоры, интриги, непонимания. Да? В третьей неделе декабря, если вы, конечно, уже привыкнете к ретро-Меркурию, то здесь в любовной сфере станет все поспокойнее. Будет, правда, омрачать ситуацию оппозиция Венеры с Ураном, захочется тоже вот прям вот начать с чистого листа. И если же вы в отношениях начнете с чистого листа, вот прям своих, не выходя из этих отношений, это будет прекрасно, да, потому что это требует очень много силы и мудрости для того, чтобы не разрушить все. Четвертая неделя декабря будет уже прекрасная, потому что здесь уйдут все оппозиции, квадратуры и все такие напряженные аспекты у Венеры. В любовной сфере все будет хорошо. И здесь, конечно же, ну что, мои дорогие, начнет разворачиваться ваш второй управитель Юпитер, который скажет, ну необходимо расти, необходимо подниматься. Но как обычно, когда планета будет в моменте остановки, опять будет ощущение, будто эмоции сковало, да, поэтому здесь запаситесь терпением. Во всяком случае, за новогодний стол вы уже сядете совершенно в другом настроении, расположении духа, и все станет хорошо. Вы скажете, удача опять к нам пришла, ощущение и мировоззрение здесь, и все будет казаться хорошо. И я уже говорила, рыбы, что для вас месяц будет одним из сложных, потому что
разворачиваются два ваших управителя, у всех их по два, у кого-то только по одному, вот у вас рыбы их два, и они оба разворачиваются в декабре, в начале и в конце месяца, и здесь, конечно же, вот это внутреннее эмоциональное состояние будет вполне себе нестабильным, да, поэтому здесь, естественно, работа, личная жизнь и все сферы поползут. Первая неделя в работе, ну, будет сложно, я бы так сказала, не просто договориться, будет какое-то иллюзорное восприятие работы, можно быть обманутым, если вы вкладываетесь в какие-то новые проекты, поэтому я бы в работе в новые проекты не вкладывалась, не вкладывала бы в прибыль, не в понятные, даже не заграничные проекты, которые обещают большую прибыль. Я бы тоже этого не делала. Если это новый проект, в том числе, да, здесь необходимо запастись терпением, потому что в самом начале декабря Нептун разворачивается, он в квадратуре с Меркурием, и здесь уже недопонимание, да, плюс Нептун, когда статичный, он такой замирает, и здесь, конечно же, необходимо прям понимать, что вы делаете, зачем вы делаете. Лучше повременить и не вкладываться. Вторая неделя декабря хорошо подходит для больших проектов, но так как уходящий лунный цикл, здесь воля будет не сильна. Если же, конечно, эти проекты на большом таком мощном эмоциональном подъеме, если же здесь не эмоции идут впереди, да, а такое сильное вдохновение, осознание того, что вы делаете, тогда начинайте. Вторая неделя декабря хорошо подходит для работы, вообще для любых проектов, особенно если вы их давно начали, вы их продолжаете. Даже, я бы так сказала, для новых проектов тоже хорошо. Большие, крупные проекты во второй неделе декабря делать хорошо. Начинать хорошо, получать с них прибыль тоже хорошо. Конечно, третья неделя декабря, здесь у нас новолуние, новый лунный цикл и ретроградный Меркурий. С 12 декабря у нас ретроградный Меркурий, и здесь будет сбоить коммуникация. Все доставки, поставки будут лагать, общение, люди будут сбоить, и здесь нормально. Это ретроградный Меркурий, мы все к этому привыкли, будет барахлить техника. Главное, будьте внимательны за рулем при передвижении, потому что в принципе декабрь месяц накладывает на нас такую ответственность. В декабре мы всегда подводим черту всего того, что мы сделали за год, да? То есть мы закрываем календарный год, и у нас всегда такие ожидания и реальность. И вот здесь я вам сразу скажу, не накладывайте много ожиданий на декабрь. Он может получиться не такой, каким вы его ждете, не таким, каким вы планируете его сделать. И опять, когда я записываю гороскоп на рыб, проплывает лодка, это очень интересно, это очень забавно, но так бывает, да? Подождем, пока ребята проедут, а то мало ли вдруг они против того, чтобы я записывала их на видео, да? Нет, они веселятся, им нравится на самом деле, поэтому продолжаем, достаточно далеко. Да, дорогие рыбы, не ожидайте слишком большего для того, чтобы потом не тонуть в своих тех планах, которые не получились или получились не настолько масштабно, насколько бы вы хотели, да. При этом третья неделя декабря, она достаточно будет продуктивная, особенно если вы работаете в проектах, которые начинали ранее. Или же вы хотите начать именно в этом декабре, вам говорят, давай, классное время, начнем. Тогда третья неделя декабря прекрасное время для того, чтобы начинать проекты, которые вы затеяли ранее. Да, в ретроградный Меркурий начинать нечто новое, оно вряд ли выгорит, вряд ли получится. Будут задержки, заминки, особенно если вы собрались покупать технику, автомобиль, любые подарки новогодние, лучше купите до ретроградного Меркурия, в том числе, да, то есть если это техника какая-то, да, компьютеры, телефоны и тому подобное, там, я не знаю, кухонные комбайны, в том числе бытовая техника, она тоже под Меркурием. Поэтому
либо сделайте это до ретроградного Меркурия. И проекты новые, да, которые вы хотите сделать, лучше сделайте их во вторую неделю декабря на уходящем лунном цикле, когда воля ваша будет слаба, я так люблю говорить, да. Но зато там хоть нет никаких злых аспектов, которые будут мешать продвижению этого дела, да. В третьей неделе декабря с ретроградным Меркурием лучше всего делайте те дела, которые вы начинали ранее, но не хватило сил, вы их забросили. То есть вот такие мощные проекты. Начинайте их с ретро-мерком, будет хорошо. Будет хорошо, получится. Третья неделя, она вообще прекрасная неделя для работы. Да? Если вы работаете с Европой, с Америкой, как раз-таки третья неделя – это финальная неделя в их уходящем году. Там 23-24 декабря они уходят на праздничную неделю. Поэтому завершайте все с ними дела, проекты. Нептун прекрасно располагает к этому. Будет хорошо идти прибыль, прекрасно. Венера идет как раз-таки в трине с Нептуном. Придут деньги, все будет хорошо, будут деньги на новогоднее застолье, на праздник, на мероприятие. Вы получите ту самую прибыль, которую хотите в третьей неделе декабря, которую вы планировали. Что касается дальше, в работе, четвертая неделя декабря, она уже такая, если вы не будете эмоционально наступать себе на пятки, подгонять себя, да, если вы не будете, я так хочу сказать, пылить, ругаться с близкими, да, то есть ругаться на работе, то неделя, в принципе, принесет, я бы так сказала, все равно, несмотря на то, что это растущая луна, да, что это новый лунный цикл, несмотря на то, что нужно все дела доделать до конца календарного года, но дела эти будут идти медленно. Поэтому сразу запаситесь терпением. Плюс еще разворачивающийся Юпитер, да, он принесет очень много внутренних претензий, ожиданий, планов, и захочется прям вот поругаться и вспылить. Поэтому здесь, пожалуйста, будьте ответственны то, что вы делаете, за все свои действия, и не ожидайте многого. Не получится завершить этот год, да, как надо, как хочется, и многие дела все-таки придется отложить на январь Нового года. Нет ничего в этом такого сложного, нет ничего в этом такого страшного и странного, да. Конечно же, если вы не теряете в деньгах, но денежку в третьей неделе декабря, дорогие рыбы, ждем, да, они обязательно должны прийти, они должны получиться, да, и здесь, конечно же, это не оставляет таких моментов для радости, да. Что еще хочу сказать, что финансы, и я бы с аккуратностью вкладывала, особенно если вы решили вложиться в ювелирку. В третьей неделе декабря хорошо можно вложиться в ювелирку, получится хорошо. Вкладывать в недвижимость тоже хорошо. Сатурн сейчас находится в очень гармоничном таком состоянии. Он как раз-таки находится в директном положении, и до 24 декабря он не омрачен никакими аспектами, и здесь можно прекрасно вкладываться в недвижимость для того, чтобы укрепить как-то свои финансы, свои тылы, чтобы сохранить деньги и в следующем году их приумножить. Напоминаю, дорогие рыбы, что мы с вами вступаем в високосный 2024 год. Те дела, которые вы начали в этом году, то есть в 2023, начали вы их в декабре, начали вы их ранее, там, в коридор затмений, или же еще летом, прекрасно. Или же даже весной, неважно, когда вы начали дела. Да, я знаю, этот год, он был очень сильным, он был очень мощным, он был энергозатратным, очень сильно энергозатратным, и будет казаться, что вы не получили всего того, на что рассчитывали, да. И здесь, пожалуйста, не разочаровывайтесь, потому что позже вы скажете себе спасибо за то терпение и за те силы, которые вы вложили в себя, в свои дела, в свои личные отношения в 2023 году. Потому что 2024 год – это будет год, который будет вообще двигаться очень быстро, будет очень много событий, события будут неоднозначные, и, конечно же, те дела, которые вы делали, и они примут другой совершенно масштаб. Все, как говорится, ждем ту самую геометрическую прогрессию своих
приложенных усилий для того, чтобы пожинать плоды. Да? В 2024 расскажу еще, будет большое видео про гороскоп для рыб на 2024 год, поэтому, дорогие мои прекрасные рыбки, делаем упор на декабрь, но ни в коем случае не ожидаем, прям не жмем себя на максималочку, не ожидаем, что прям вот под конец декабря мы получим все то, на что рассчитывали и надеялись. Если не получите, то в 2024 точно получите. Но здесь еще раз говорю, силы, терпение и старания, и все обязательно у нас будет. Дорогие, подытожу. Декабрь будет месяцем сложным, когда будет большое ожидание, и это будет немножко не укладываться в голове с тем, что было вложено, сколько сил и терпения было вложено в этот год. Да? Еще раз напомню, с ретроградным Меркурием, особенно в декабре, запаситесь терпения и будьте особо аккуратных на дорогах, контактах, коммуникации, не пылите, не ругайтесь. Будьте максимально усидчивы и внимательны, да, потому что очень травмоопасный месяц, который требует от нас очень быстрых решений и действий. Не нужно пылить, следуйте по плану. Помните, что этот декабрь – это как раз-таки месяц, когда необходимо действовать по плану, потому что два ваших управителя разворачиваются. Мощная энергия будет давить на вас, вам захочется в лучшем случае залениться и ничего не делать. Тоже, кстати, неплохая позиция, но все-таки я бы советовала двигаться к завершению своих проектов и планов, которые вы наметили ранее. И я бы, конечно же, волю и силу свою оставила, конечно, свою душу оставила бы, конечно же, в любовной сфере, в семейной, максимально бы тоже постаралась уделить, оставить там вот частичку себя, то есть направить свои силы туда. Но не ждать в бизнесе, что это будут максимальные какие-то проекты, максимальная реализация, максимальная выручка, да. Если получится, то хорошо, потому что все мы рыбки разные, да. Поэтому, дорогие мои и прекрасные, следуйте строго по плану и запаситесь терпением. Захочется залениться – окей. Но ни в коем случае не пылите, не ругайтесь и понимайте, что все это пройдет. Ощущение вот этой гонки предновогодней, у многих же она еще вот такая, что завершается год, необходимо быстро все доделать. Но если что-то перенесется на январь, ничего страшного в этом нет. Там уже большинство планет будут в директном положении, только Уран, который на вас не очень-то и влияет, и вы можете спокойно без него обходиться и жить, на вас он очень сильно влиять не будет. Поэтому, мои дорогие рыбки, в январе все начнет раскручиваться с новой силой. Январь, февраль, март, ваш любимый месяц, да? А сейчас пока следуйте по плану. Это лучший попутчик и советчик в этом декабре. Если у вас остались вопросы, оставляйте их здесь в комментариях, но обязательно оставляйте дату, время и место вашего рождения и ваш четкий вопрос, который вы хотите узнать, и я на них обязательно отвечу. Дорогие мои любимые рыбы, это был ваш гороскоп на декабрь 2023 года. Я желаю, чтобы вы подытожили этот год правильно, чтобы вы сделали правильные выводы относительно того, что все в этом мире несовершенно, что все бывает иногда складывается не так, как мы хотели, что что-то бывает не по плану. И понимали, что важнее всего это законы природы, и обязательно все в этом мире справедливо. Все всегда случается так, как и должно быть. И если сейчас заканчивается не так, как хотелось, значит обязательно будет. Мои дорогие, ни в коем случае не отчаивайтесь, отметьте классно праздники, проведите их в кругу семьи, с близкими, поздравьте деловых партнеров, коллег по работе, для того, чтобы следующий год, високосный год, который требует от нас с вами больших усилий, эмоциональных и физических затрат, для того, чтобы он сложился уже с нашим хорошим, прекрасным, гармоничным настроением, туда мы вошли. Спасибо, мои дорогие, что досмотрели это видео до конца, и встретимся с вами в следующем ролике.